Приветствую вас на канале Рукоделки-Посиделки, и сегодня мы будем вязать с вами вот такую лошадку. Давайте я вам ее немножко покажу. Смотрите, какая у нее гривка, хвостик вьющийся. Вот такую милую лошадку мы с вами будем сегодня вязать. Я назвала ее Зефирка. Посмотрите, какие у нее розовые копытца. И даже есть что-то похожее на подковку на ножках. Сарафанчик фиолетовый. И мы свяжем с вами такую маленькую лошадку. Рост ее 11 сантиметров. И давайте будем начинать. Помните, мы вязали с вами такую конячку, лошадку Шарми. И вот она может сидеть, стоять. Точно такое же тело мы будем вязать для нашей лошадки Зефирки. А пока я вам покажу поближе ее сарафанчик, саму лошадку. В этом мастер-классе мы свяжем с вами гривку, вот такую волнистую, красивую, хвостик. Ну и, конечно же, мы свяжем сарафанчик. Вы можете выбрать любой цвет, который вам больше понравится. Ну и так, само тело лошадки вот такое вы сможете связать по мастер-классу «Вяжем лошадку Шарми». Ссылку на две части мастер-класса я оставлю под видео. А сейчас мы будем с вами вязать для нашей лошадки Зефирки гривку и хвостик. Давайте начнем наше вязание и приступим. Свяжем вот такую милашку. Я взяла розовую ниточку. Вы можете взять, какая вам понравится. Крючок и ниточку подберите под вашу игрушечку. Давайте начнем вязание. Итак, смотрите, я связала уже гривку. Она состоит из 6 локонов. 6 штучек. Первый у нас идет длиннее, а остальные 5 покороче. И вот так мы потом с вами пришьем. У всех плотность вязания разная, поэтому вы можете уже сами примерять. Может быть, вам нужно будет не 6 локонов связать, а 4, 5 или даже 7. Уже будете подбирать под вашу игрушку. Я вам лишь сейчас покажу принцип вязания. И мы с вами начнем. Вяжем 32 воздушные петли. Цепочку из 32 воздушных петель. Я сделаю это быстро, на ускоренном режиме, чтобы долгое не шло видео. Готово. 32 воздушные петли, цепочка, и с второй петли от крючка мы с вами вяжем по схеме столбик без накида, прибавка. Давайте я вам покажу. Делаем столбик без накида, а в следующую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида в одну петлю, то есть делаем прибавку. Так мы с вами повторяем до конца ряда. Столбик без накида, прибавка. У меня таких повторений получилось 15. Потом закручивается и получается такая красивая спираль, локон гривки для лошадки. Вяжем по такой схеме до конца ряда. Так, смотрите, я уже заканчиваю, подхожу к завершению. И вот последний уже столбик без накида. Первый локон готов. Вот так закрутите его, и он становится
красивым локоном, вьющимся. Или похожим на дреды. Ну, уже смотрите сами. Чтобы связать вторую, мы делаем 2 воздушные петли, удлиняем, и потом набираем 30 воздушных петель. Это будет сама длина нашего локона. Как видите, она будет на 2 петли меньше, то есть на 1 раппорт меньше. И повторяем ту же самую схему. Столбик без накида, прибавка. Этот узор повторяем 14 раз уже. То есть первый локон у нас будет длиннее, потому что он будет как челка, не спадать на мордочку лошадки. Вяжем так до конца ряда. Ну, я вам покажу уже готовый результат, который я сделала за кадром. Вот у меня 6 локонов. И как видите, первый длиннее, а все остальные я сделала покороче. Вот грива у вас должна получиться в таком виде. Хвостик делаем по точно такой же схеме, но вяжем 3 локона. А потом вот таким образом, видите, их пришиваем. Просто как бы складываем арочкой, и получается вот такой милый хвостик у нашей лошадки-зефирки. Осталось только пришить по голове гриву. И давайте сделаю это за кадром и покажу вам уже, что у меня получилось. Смотрите, какая красивая волнистая грива. Я пришила ее. И мне захотелось, чтобы она была вот так, волосы на бок. Вот такая красотка. Как вам такой вариант лошадки? Правда, получается очень милая и красивая. А еще если сделать в один цвет гриву, копытца. Ну что, какую хотите связать лошадку? Шарми или зефирку? Выбирайте сами. Смотрите, вяжутся по одной схеме, а какие разные получаются. А я вам предлагаю связать и такую, и получится у вас парочка. Ну хорошо. А сейчас давайте все-таки закончим нашу красавицу-зефирку. Нам осталось с вами связать для нее сарафанчик. Я их пока отложу и покажу вам, как вяжется сарафан. Вяжем 22 воздушные петли, цепочку из 22 воздушных петель. Чудесно, готово. Дальше со второй петли от крючка мы с вами вяжем по схеме столбик без накида, прибавка. И так повторяем 9 раз. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Мы же хотим, чтобы было пышное платьице у лошадки-зефирки, поэтому увеличиваем количество столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Вот сюда. Давайте я сделаю это за кадром. Так, готово. Второй ряд закончен. Делаем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. И второй ряд мы вяжем 28 полустолбиков с накидом. Делаем накид, вытягиваем ниточку и протягиваем. Полустолбик с накидом готов. Так повторяем 28 раз.
Может быть, у вас получится там больше петелечек или меньше. Потому что вроде как должно получиться 28, а у меня в конце получилось 29 столбиков. Это не страшно, это никак не влияет на юбочку. Закончили? Замечательно. Дальше мы с вами будем уже вязать узором, поэтому делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, и дальше схема вязания у нас с вами будет такая. Делаем столбик с накидом, дальше 3 воздушные петли, первая, вторая, третья. И в ту же самую петлю, куда делали столбик с накидом, делаем второй столбик с накидом. Видите, у нас такая как бы арочка получается. А в следующую петлю делаем полустолбик с накидом. Такая схема вязания у нас будет. Повторяем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, первая, вторая, третья, сюда же столбик с одним накидом, и в следующую петлю полустолбик с накидом. Так повторяем до конца ряда. Я еще раз написала вам схему. Можете нажать на паузу и вязать по этой схеме до конца. Вот сюда. Давайте я сделаю это за кадром. Я закончила. Вот уже у нас вырисовывается пышная юбочка. Но это не последний наш ряд. Вяжем с вами. Да, у нас осталась тут последняя петля. И мы вяжем просто столбик с накидом. 2 воздушные петли, первая, вторая, разворачиваем вязание. И теперь, смотрите, в каждую арку мы с вами будем вязать по 4 столбика с одним накидом. Вот сюда делаем первый столбик с одним накидом, в эту же арку второй, третий и четвертый. И так повторяем, во все арочки вяжем. 4 столбика с одним накидом в каждую арку. Первый, второй, третий и четвертый. Все. Вот смотрите, такое получается у нас платьице. Так вяжем до конца ряда с вами по кругу, вот сюда. И я связала уже, закончила. Теперь смотрите, мы с вами делаем воздушную последний столбик с накидом, чтобы выровнять вязание в крайний столбик. Закончили. Давайте я вам покажу. Вот такая юбочка получается. Здесь, в принципе, можете связать еще один ряд полустолбиками, беленьким. Я не буду вязать, мне так понравилось. Как ваша фантазия вам подскажет. Давайте померяем юбочку, какая же она получается. Смотрите. Довольно-таки миленько, правда? Хорошенькая. Не буду дальше вязать еще внизу один ряд, не хочу. И мы с вами еще здесь сейчас провяжем фартушек и сделаем лямочки, чтобы у нас получилось не как юбочка, а как сарафанчик. Давайте продолжим вязание. Так, делаем воздушную петлю. И здесь сколько у вас получится, вяжем по краю столбиков без накида. Я связала 2 уже, 3
И вот в последнюю петлю 4. У меня получилось 4 столбика без накида. Теперь смотрите, нам с вами нужно будет связать поворосочку или завязочку. Поэтому мы вяжем с вами 10 воздушных петель и 2 петли для подъема. В общем, вяжем 12 воздушных петель. Связали. 11, 12. И со второй петли от крючка мы вяжем 10 соединительных столбиков. Ну и у нас получается с вами одна завязочка для сарафанчика. Довязала. Вот такая у меня получилась. Если захотите длиннее, ну, свяжите больше воздушных петель. Мне кажется, мне такой хватит. Дальше, смотрите. Мы с вами будем вязать. В центре у нас фартушок должен получиться. Поэтому здесь мы будем вязать соединительными столбиками до середины. Дальше вяжем столбиками без накида. И потом опять же сделаем вторую поворосочку. Сейчас с вами разберемся. Приступим к вязанию. Мы вяжем 7 соединительных столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, так, чтобы не пропустить, пятый, шестой и седьмой соединительный столбик провязали. Дальше мы с вами будем вязать центральную часть сарафана, и мы будем вязать столбиками без накида. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, возьму поудобнее вязание, чтобы вам было видно. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик без накида. Готово. А здесь потом мы сделаем завязочку, но это после. Сейчас мы будем вязать центральную часть сарафана. Делаем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. Разворачиваем вязание и вяжем 6 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Заключительный. Но нам нужен еще один ряд, поэтому 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание и повторяем ту же самую схему. 6 полустолбиков с накидами. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Так, готово. Вот эта часть мы с вами ее уже связали, но нам надо с вами связать еще поворосочку. Поэтому что мы здесь делаем? Делаем воздушную петлю и по боковой части мы провязываем 3 соединительные столбика. Первый, второй и третий. И дальше уже по самой юбочке мы вяжем
По идее, должно остаться 7 столбиков, но у меня получилось 8. Где-то я что-то просчиталась. В общем, вяжем до края юбочки с соединительными столбиками. У меня вышло 8. Так, вяжем до конца юбочки соединительные столбики. Готово. Теперь осталось сделать поворосочку. И мы вяжем с вами 12 воздушных петель. Мешает мне хвостик. 12 воздушных петель. И со второй петли от крючка делаем 10 соединительных столбиков. И в принципе наш сарафан с вами готов для лошадки Зефирки. Так, последний соединительный столбик. Ниточку обрезаем. Пошла искать ножницы. Не нашла, взяла маникюрные. Так хотелось быстрее закончить. Закрепляем ниточку. И потом эти ниточки, все хвостики уберем с вами, да? Но хочется примерить, какой же получается сарафан. А ну-ка. Ну, красиво ведь выходит, да? Здесь мы потом завяжем с вами. Нам хватит завязать на узелочек. И сделаем поворосочки, лямочки для сарафана. Я это сделаю уже за кадром и расскажу вам, как я это сделала. Платье готово. Я связала. Здесь использовала 9 воздушных петель. Ой, упала моя лошадка. Посажу на место. Вот так. Повторюсь. Провязала 9 воздушных петель отсюда и пришила их. И все. И давайте теперь оденем нашу лошадку Зефирку. Видите, легко одевается. У нас лямочки широкие. Юбочку завязываем. Я завязываю просто на узелочек. Вот так. Оп. Ну, смотрите. Ну, прелесть же получилась, правда? Какая милая, хорошая лошадка. А вы можете связать такую же. Хвостик из-под юбочки виден. Милашка. Ну, если вам понравился этот мастер-класс, и вы хотите связать такую лошадку, поставьте лайк и напишите, что у вас получилось. До новых встреч!